Привет! Меня зовут Марина, и вы смотрите влог путешествия на канале Russian Language Club. Сейчас я нахожусь в городе Иркутск. Я думаю, что вы знаете этот город. Этот город называют таким вот перевалочным пунктом по дороге на Байкал. Да, от Иркутска до Байкала всего 59 километров по прямой. Не очень далеко. По факту я уже нахожусь в Иркутске второй раз. Но первый мой приезд всего 4 дня назад. В Иркутске я была всего несколько часов. Я успела погулять по этому городу, посмотреть на его набережную, посмотреть на центр, посмотреть на уникальные деревянные здания, которые сохранили и собрали в одном месте, такой вот 130-й квартал. Мне очень понравился город Иркутск. Вообще, это была моя мечта — побывать в Иркутске и, конечно же, побывать на Байкале, увидеть его своими глазами и прочувствовать всю его энергетику. Но сначала давайте несколько слов про Иркутск. Это очень древний русский город. Иркутск был основан в 1661 году. В этом городе основали крепость, можно сказать, что некий Кремль. Крепость была создана специально, чтобы защищать территорию России от нападения врагов. Сегодня в Иркутске чуть больше 600 тысяч человек. Кстати, от старой крепости осталась только Спасская церковь. Тоже очень такое красивое здание. У города Иркутск очень необычный герб. Этот герб рисовал иностранец, который, видимо, не очень хорошо понимал, как выглядит амурский тигр. Ну, в общем, посмотрите. Вот это вот герб Иркутска – это амурский тигр с соболем во рту. Амурского тигра еще называют черный бабр. В Иркутске очень современная, красивая набережная. Город Иркутск расположен на берегах реки Ангары. Кстати, река Ангара очень большая. Это единственная река, которая вытекает из Байкала, хотя в Байкал впадает более 300 немаленьких рек. Интересный факт. Многие жители Иркутска считают город географическим центром России. Но это не совсем так. Вообще географический центр России находится где-то в Красноярской области. А еще город Иркутск раньше называли Петербургом Сибири, сибирскими Афинами и Восточным Парижем. Но давайте мы с вами сейчас посмотрим несколько фото и видео из Иркутска, которые я сняла, и вы попробуйте оценить, точно ли это сибирские Афины, Восточный Париж или Петербург Сибири. Но до того, как мы посмотрим, наверное, я вам попробую объяснить, почему есть такое название, второе название, неофициальное название у города Петербург Сибири. Возможно, насколько я это могу для себя объяснить, это потому, что Иркутск — это был такой вот город, куда отправляли политических преступников. Место ссылки для политических преступников. Одними из первых сюда приехали декабристы. Возможно, вы слышали про восстание декабристов, которое было в 1825 году, и вот большое количество декабристов были сосланы в Иркутск и в территорию вокруг Иркутска. И сегодня в Иркутске есть музей декабристов и есть улицы, которые связаны с декабристами. Возможно, поэтому одно из неофициальных названий Иркутска — Петербург Сибири, потому что восстание декабристов проходило в Петербурге. Вот я и приехала в Иркутск, стою в аэропорту, и у меня есть немного времени, чтобы погулять по городу, что я сейчас и сделаю.
Сегодня я отправляюсь в Байкал. Сегодня у меня больше времени, и я именно хочу доехать от Иркутска до Байкала. У меня почти 8 часов свободного времени, и я наконец-то увижу самое глубокое озеро в мире своими глазами. Это очень древнее озеро. Уникальное озеро. Этому озеру более 25 миллионов лет. Его максимальная глубина 1642 метра. Но это максимальная. Средняя глубина где-то около 750 метров. Говорят, что вода в Байкале очень чистая и поэтому прозрачная. Еще цвет воды в Байкале меняется, в зависимости от сезона. Летом она такая голубая и прозрачная, осенью она получает такой зеленоватый оттенок. Зимой вода в Байкале замерзает. И замерзает очень интересно слоями, и поэтому на Байкале такой красивый слой льда, по которому можно ходить, можно даже ездить на машине, но будьте аккуратны. Если вы будете это делать, делайте это со специалистами, с экскурсоводами, только на разрешенных территориях. Я буду на Байкале в сентябре, поэтому увидеть лед Байкала я не смогу, зато я прочувствую всю эту атмосферу. Говорят, у Байкала невероятная энергетика, и я хочу зарядиться энергетикой Байкала и поехать домой в Москву. Я надеюсь, что мне удастся увидеть байкальскую нерпу. Я никогда не видела этих млекопитающих близко, и, может быть, сегодня мне это удастся сделать. Так что смотрите видео дальше, и вы увидите Байкал моими глазами. Ну что, это было короткое видео из Иркутска и Байкала. Я вам показала свое короткое путешествие и передаю вам привет с Байкала. Вы смотрели видео на канале Russian Language Club. Подписывайтесь, давайте общаться в социальных сетях и пока-пока. До скорой встречи.